Здравствуйте, друзья! В этом видео я еще раз хочу вернуться к драйверу постоянного тока Akara T1, про который я уже делал обзор. Но дело в том, что вопрос собственно практического применения этого устройства с учетом его специфики остался неосвещенным, так как тесты, проведенные тогда, больше подходят для LED-контроллера. Поэтому специально для этого видео я купил отдельные LED-светильники, которые мне помогут показать реальные возможности этого устройства. Если вы не смотрели первый обзор драйвера, то ссылку на него вы найдете в описании. В этом видео я не буду повторять то, что показал ранее. Из всех параметров устройства, которые я перечислил в первом видео, я хочу акцентировать ваше внимание на выходном напряжении до 50 вольт. Максимальная мощность устройства 12 Вт, и чтобы загрузить его по полной, я купил 3 одинаковых LED-светильника по 4 Вт, которые в сумме и дают эту нагрузку. Каждый из светильников рассчитан на рабочее напряжение в 12 вольт, соответственно с учетом его мощности рабочий ток 333 мА. Кстати, хотя при их выборе я ориентировался исключительно на их электрические параметры, устанавливать я их не планирую, только тесты, сами по себе они оказались весьма интересными, и я решил рассказать про них чуть подробнее. Есть три варианта светильников на 3, 4 и 5 Вт. В моем случае это 4-ваттная версия. Корпус светильника толщиной всего 8 мм и, для этой версии диаметром 70 мм, состоит из двух частей, которые скручиваются друг с другом. Внутри находится плата с 18 светодиодами. Цветовая температура фиксированная и выбирается при заказе. Теплая, нейтральная или белая. У меня нейтральная, примерно 4000 К. Световой поток для этой версии до 320 люмен. Задняя часть корпуса полностью металлическая. Переднее кольцо из металла с полупрозрачным рассеивателем, который выравнивает световой поток. На плате с диодами из задней части имеются два отверстия для крепления. Крепеж тоже идет в комплекте по паре саморезов на каждый светильник, а также, если нет возможности ставить саморезы, есть двусторонний скотч. Теперь давайте разберемся с особенностями работы именно этого драйвера. И первое – это наличие собственного блока питания. В отличие от большинства LED-контроллеров, которым нужно внешнее питание 12-24 вольта, это устройство подключается к бытовой электросети. Еще раз напомню, каждый из рассмотренных светильников рассчитан на рабочее напряжение в 12 вольт и ток примерно 333 мА. Теперь поговорим о способах подключения. Чаще всего встречается параллельное соединение, к LED-контроллерам подключается именно так. Плюсы и минусы светильников подключены к плюсу и минусу контроллера. Кстати, именно так устроено большинство LED-лент. Напряжение в такой цепи должно равняться рабочему напряжению каждого из светильников, в данном случае 12 вольт, а ток сумме рабочих токов всех светильников, в данном случае 1 ампер. Общая мощность такой нагрузки 12 Вт. Что касается героя обзора, то тут используется последовательное соединение, когда к плюсу устройства подключен плюс первого светильника, его минус идет на плюс второго и так далее, пока минус последнего светильника соединяется с драйвером. Тут суммируется уже рабочее напряжение, а не токи, и в цепи должно быть 36 вольт. Общий ток равен рабочему току. Этим и объясняется выходное напряжение до 50 вольт на драйвере, а общая мощность тех же 12 Вт. При помощи переключателя надо выставить ограничение по току. Тут есть либо 300, либо 350 мА. Мы рассчитали 333 мА, и я решил, пусть будет чуть меньше, 300, нежели больше 350. Схема подключения последовательна, как мы только что рассмотрели. К драйверу подключен плюс первого и минус третьего светильника. Проверяем работоспособность. В таком варианте это совершенно рабочий и применимый в быту самодостаточный комплект, не требующий ничего более, типа внешнего блока питания, который требуется для 12-вольтовых LED-контроллеров. На максимальной яркости рабочее напряжение в этой цепи достигает 39 вольт, примерно по 13 вольт на каждый светильник, что вполне нормально. Яркость регулируется по всему пределу от 0 до 100% шкалы.
Ток в цепи при максимальной яркости около 300 мА, что собственно и было выставлено при помощи переключателя. Реальная суммарная мощность при напряжении в 39 вольт, которую мы только что измерили, 11,7 Вт. Еще один тест работы светильника в темноте. Чисто с практической точки зрения, такой драйвер в сочетании с подобными светильниками сможет закрыть вопрос подсветки рабочей поверхности, одного из участков при организации зонального освещения, либо для применения в небольших помещениях, коридорах, балконах, санузлах. Драйвер постоянного тока, рассмотренный в обзоре, удобно применять при схемах освещения с несколькими светильниками, например 3 на 4 Вт, как показано в тесте, или 4 на 3 Вт, так как устройство способно работать с напряжениями до 50 вольт. Плюсом является то, что для него не нужно покупать отдельный блок питания, а также интерфейс ZigBee. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кроме YouTube канала, я веду еще и Telegram канал, в котором публикую различную информацию по тематике умного дома. Подключайтесь, будет интересно. Ссылку на него, а также на каталог устройств умного дома вы найдете в описании. Там же вы сможете поддержать мой канал, подписавшись на меня на сервисе Patreon. Спасибо за внимание, до новых встреч!